Так, значит, забанил он ДМ6, я CK забанил по дефолту, Bloodrun он взял. Я взял Руины, и он выбрал Молтон последний, забанил Авокин. Ну, Авокина, видимо, заманил, потому что на последнем сезоне, когда мы встречались, он Авокине обыграл на третьей карте. Он не стал опять рисковать и решил его убрать. Но я Вейл забанил, потому что у него Вейл на нестандартных персонажей неплохой. Ну, на каких-нибудь там типа... Ну, Соролга, конечно, уже нету, потому что он его вначале забанил. Я так понимаю, Соролга он банит, потому что ему не нравится клатч на Соролг играть. И он даже отдает Нюксу. И получается, там бы оставался килл. Ну и всякая какая-то шушера. Ну ладно, неважно. В любом случае, Молтон последний. Поехали. Я взял Нюксу, чтобы как-то доджить обилку. Но на ЗТН сложно с этим. Стандартный розыгрыш. Рейл украл, сразу машинку украл. Я тоже машинку сейчас забираю. Хорошо ему спилил. Ха, я уже в плюсе, лол. Красиво попал он. Как так у него получилось попасть? Ну-ка. Там страйк бы не помог, он попал. Молниеносно очень. Так, зеленый. Мегу мне отдает, играет хэви. Деление карты. Все пока стандартно. Так, раз за три раз. Сейчас, в принципе, его задача меня подловить, развести на обилку. Поэтому он будет играть в слоу. И ему выгоднее драться на ближнем бою, потому что у него клатч. И шаф на шаф, даже с обилкой, если он будет, я его могу перебрить из хитбокса. Поэтому нужно такими пушками работать, как ракета Рейл, шотган. Сильное попадание. Второе попадание, я в дерьме. Я ухожу в инвиз, чтобы он мне не попал последний рейлган, не отдаем фраг. Ой, тут запись еще лагучая. Бля, когда они починят это? Raisy's on the warpath here. He's looking around. He's playing aggressively to see what he can find. Nice rocket by base, but I don't think it's going to be enough. 13 хп осталось. He's only on 13 HP. Closes out that first frag. Этого достаточно, чтобы сейчас забрать Мегу плюс Хэви. Этот урон от машингана тоже ничего не значит. То, что две аптечки лежат. Ну все, он опять встал. До либо следующих рейлганов, или до подлова какого-то. Мега первая, он будет туда нападать. Я в позицию встал. Он заюзал обилку. У меня вариантов нет, мне надо убегать. С обилкой я ничего не сделал. Так, тут он, видимо, накосячил. Я убежал. Но у меня была обилка. Армора нет, только сейчас армора я подобрал. Он делает чардж вперед, хочет подрейлить. Я пока еще не отдаюсь. В принципе, пока не все так еще и плохо. То есть инициатива не сильно ушла в его руку. Он хоть и взял фраг. Меня мало, армора не хватает. Здесь хорошо он попал, опять рейлган его выручил. Взял фраг опять. 2-0. Так. Still massively stacked and is 100% going to contest this heavy. He's going to definitely go for that when he can, which he does. Nicely done. Он думал, что я через инвиз буду нападать. Смотрел уже на армор.
Так, сюда уже зеленый ему не лезет, я до сих пор без армора. Going underneath. Он меня увидал, я его отрелил, он пошел армор разбирать сразу. Но сейчас на Мегу может не успеть. Да, Мега моя, я в позиции. Ему рейлить только. Мы обменялись рейлганами, нас одинаково. Оба без ультимейда. Так. Отогнал его чуть вперед. Мега первая. Я нападаю, сбриваю. Так, 2-1. И что я делаю? Как я ошибаюсь жестко. Я просто сейчас Мегу не сыграю никак. Я ему отдал шафт. А, ну я и не сыграл бы никак Мегу. Это невозможно было потому сыграть. Сколько у меня осталось? Он умер, и у меня мало. Очень мало. Этот бы армор, который у меня есть, я бы его даже не почувствовал, что у меня армор есть. Он бы мне успилил просто там машинганом стартовым. Так, аптеку я взял, пошел проверить, подрейлить Мегу. Чуть-чуть спилил. Мега его. Подрейлил еще. Мегу чуть-чуть скинул. Армор тоже скинул. Так, отлично. Вот здесь розыгрыш интересный, но я не успеваю на хэви. Ой, как я ошибся. Надо было хэви сначала забрать. Я ему в лицо прыгнул. Он использовал обилку. Разменялся я, в принципе, неплохо. Так, а что сейчас будет? Еще размен. Хэви он забрал. Блин. Вот это жестко не повезло, что он попал в этот рейл. В итоге 13 на 100 он остался. Вообще, он этот хэвик... Это моя ошибка, что я ему позволил этот хэвик забрать. Это я ошибся. Поэтому здесь... То, что он убил меня против... После такого жесткого фейла ничего удивительного нет, наказали по заслугам. Хэвик я тут должен был забирать. Я его не забрал, за это сдох. Все закономерно. Он лоу. В принципе, начало было неплохое. Потом я, конечно, игру уже все полностью на самотек пустил. Потому что там уже робота на ЗТ не догнать было, это точно. Идут размены. Так, хэвик. Я забираю. 30 следующий. Он играет уже на полностью закрытую на армор, на хп. Не хочет размениваться никак и правильно делает. Ему нужно поймать момент, чтобы меня разобрать с обилкой. Я же при контроле, мне надо просто в него влиться как-то. Влиться, вбриться. Я ворую часики. Перезаряжаю обилку. Так, он собрал армор. Выходит. Вопрос, выгодно ли ему здесь драться за хэви? Вообще нет. Даже за билкой я его должен здесь убивать. Зачем я спрыгнул? У меня не было, видимо, посекундного тайминга, поэтому я так сыграл. И это опять ошибка, потому что в игре с сильными игроками, ну, то есть с максимально high-level игроками, нужно посекундно все считать. Иначе каждое движение может быть роковым. Вот этот халявный шафт, который вертикально на меня влил, он только обусловлен тем, что я просто по одной траектории вниз упал. Только из-за этого. Если бы я стрейфил на этом хэви, я бы его смог бы выжгать. Ошибка. Очередная. Смерть. What's wild about that is the fact that Base basically couldn't even move because he was so trapped in the corner. Еще одна Razy смерть. didn't even really adjust his aim. He just held it on him and just slowly flicked at the end. Another kill as well, as he's just churning the meat grinder.
against base. He set up and knew that we'd probably see the push coming down from base once again. Я украл шафт. Towards him and does a good amount of damage. Так, он ошибся в рокет-джампе, я сейчас заберу хэви. This game is firmly in the hands of Razy. Много из меня выжег, но я в ответку тоже дал очень много. Здесь ему повезло, что он попал на скорость этот райл. Он смог уйти живым. А смысл? 4 секунды до Меги. Окей, защитил, можно сказать, Мегу. Опять я не посчитал посекундно. Все, Мега чужая. Мне можно было, в принципе, выйти. Ну, давайте посмотрим. Нет, я не мог выйти, потому что он меня мог убить шафтом или шотганом. Рисковать мне не было смысла на эту Мегу. И инвиза у меня тоже не было. Он как раз машинган включал. Он же включил... Он, кстати, все равно бы вроде от рейлгана бы умирал. Я не помню, 52 или 53 рейл снимает в обилке у клатча. Ну, Мегу защитил, тем не менее. Это самое главное было с его стороны. Так, здесь размен, хэви мой. Этот размен мне плюсово оказался. Так. Билд почти перезарядил, 100-100 уже. Фактически, типа 150 на 150 с обилкой. Ну, в принципе, на таком счете и времени он может плюс бэк спокойно играть. Ему уже хамить не обязательно. Хэви проюзал, я попал. Много рейлганов. Здесь он умер. Здесь у меня ошибка. Я упал вниз каким-то образом. И из-за этого зафорсился респаун на триболте. Но это не то, что везение, это опять же моя ошибка, то, что я упал вниз. Ну, то есть, если бы не упал бы вниз, я бы забрал бы хэви, и он бы не появился на триболте, все логично. Поэтому здесь, опять же, я накосячил. Фулл контроль. И я могу перебить только либо 100% шафт сейчас попасть, либо очень много рейлганов. Сейчас вот эту драку посмотрим. Неплохие шоты с шотгана, но их просто не хватает из-за жира персонажа. Ну и здесь все уже. Я забил на эту карту. Ее никак уже нельзя откомбэчить. Переходим к следующей. Эта карта получилась... Да и здесь следующая тоже очень интересная. Поэтому сейчас на руинах. Я не очень помню, какие были моменты. Последнюю я только помню. Последние 10 секунд. Поехали. Много-много он попал. Сейчас мне нужно убить. Так, пикер меня бьет. Я выживаю. Но Мегу я все равно не смогу сыграть. Так, Мегу он забрал. Ну, да, наверное, вот я слишком охамел. Залез на глаз. Получил за это рейлган лишний. И умер из-за этого. Не надо было хамить. Ну и назад я не хотел возвращаться, конечно, уже тоже. Хотел уже пройти на ту сторону карты. Ну ладно. Так, тут он мажет. Хэви первый. В ответку я попадаю, Рейл не держит. Как же лагает трансляция. Боже. Поделили карту, он без армора. Полет армор заберет. Стоит в центре.
Так. routine and pace going throughout the course of the game. Ракеты, кстати, у него нету. Но я об этом не знаю. But Razy just waiting for the light armors for the time being, which Я is играю уже understandable. хэвик Stack позиции. could be a lot better, 1-0. but for now, no, he's just keeping that fight control, making sure that he can stabilize, which he has done now. So he is on a similar Он понимает вот то, что я сыграл хэвик, забрал 2 армора, грамотно. but has decided not to try and contest the heavy for the Так. Ну, примерно одинаково, если я шприц проюзаю, у нас одинаково. То есть сейчас зависит все от дела случая, в doesn't общем. really need to at that Кто в какой позиции, кто больше попадет. Он слышит этот джампад, prioritize. The Mega knows exactly не where двигается. Razy is. Идет Gonna разведка. try and feed himself Разведал. info, knowing that he's actually gone rounds. Finds the first Попал shot, хорошо. really trying to go for the second, Сделал but вид, gets что the ушел, bait назад on the вернулся. which he Я обратно doesn't. на хэви So it's gonna возвращаюсь. be a stalemate situation. Будет ли он нападать на хэви? Будет. Происходит драка. Swinging into action. 2 сотки в меня попал, я 1 сотку попадаю. About the gap. Здесь он меня добил. Fully commit. So the Сможет ли он на мегу выйти? Да, наверное, успевает. Меня зареспаунил на шотгане, мега его. the LG Опа! kicks him. Ай-яй-яй-яй. Crazy. Very low at this point. Can't actually make it up. Ошибочка, ошибочка. Технического исполнения. Just very susceptible. Дважды причем. As he was trying to push himself up to grab the mega and deny it. Так, ну, у меня инициатива. It didn't work out well. He's lucky to actually get out of it. Играет слоу. Забрал полтишок, отожрал хп. That was a huge risk. Я пролетаю, у меня супер много, мне надо ему сейчас в жало прыгать. Light nail gun Sure, area, 'cause he yeah. could have easily got Я caught лечу off. в жало. Could do anyway, the picky comes in to try and Убиваю. fight off. It wasn't Так, enough я сохранил pace. еще армор. Gets that first Мега за мной. sorry, on the board. Gets the Mega 2. Интересно, интересно. What can he do here? He has the inject Интересно, интересно. ready. Ага, он стал под нижним зеленым. Razy hasn't got that peak, so he can't Просто на месте. Стал под нижним зеленым. information for the next time. Забрал 100 армора. But heavy comes up. He's delayed the timing ever so slightly. Встреча. Я But Base лечу. understands exactly. К сожалению, здесь не сообразил, какой звук был. You can't really surprise И Razy. He's one of those people who's он опять в prepared for every сейве. situation. So Base realizes Пока подловить не получается. try and take some high octane risks. Sometimes 2-1. he may be at a disadvantage, but it just needs to be done. It's not necessary, Так. but sometimes you've got to put yourself on that back foot because that's how Base Так, plays. так. But it's a matter of choosing wisely. Играем девайсы. which Ничего не Base wants to придумываем. do Время еще полно, in order to чтобы push it. We'll have to отыграться. see what happens. Ну, это он, конечно, хамски поступает. Он себя и запирает еще. Пройдя туда, он себя запер. It's Base. Сразу же убежал. Если бы он не попал бы Бэт-Рейл, а я бы ему попал, я бы сейчас прыгал ему в лицо. We'll be waiting for that Драка. Mega shortly, but Razy decides Хорошо, to я push попал it. сотку, Anyway, the отлично. eject comes in. Здесь не получилось убить, он лоу. Next rail, barely missed, but he's got the Mega anyway. Неплохие передвижения, стоит отметить у него. The chase could be on. Потому что, ну, в принципе, Picks up this armor. подцепить его реально тяжело. Oh, launching across skylight to skylight. Keeping himself out of harm's way. Base. He needs to get in a Снова из той позиции рейлит. Не понимаю смысла из той позиции рейлить. Куда он сейчас ориентируется из той позиции? На хэви? equation here between these Так он может и из центра ротацию сделать. two men. We're coming up towards 4 minutes on the clock. He turns back around and peeks over the top of the stairs, but can't actually win that stare down versus Razy. Instead, he has to retreat and wait for the spawn of the Mega. We'll get it. It's a big stack advantage that could get even larger. But Razy drops down, really starts to punish and be quite a nuisance maker. Ну, нет. Я вижу, что ошибок... Точнее, не то, что ошибок, а... Ну, конечно, он попадает, это неплохо. Но есть с чем играть. В плане того, чтобы можно было отыгрываться. Seeker as well as a scouting tool. И... Base comes Каждое движение, вот такие, это такие риски он себе, конечно, организовывает вообще. out worse for wear, with less stack than he actually went Например, сейчас. with. And now Вот этот риск опять. То есть
дважды предыдущим, да, 3 раза. 2 раза он рейлил на области шотгана, вот как раз когда я сказал смысл из той позиции рейлганить нету. И сейчас он с джампада меня прорейлил. Если бы он не попал, я бы сделал бы движение вперед, попал бы ему в ответку, ему опять бы по арморам надо было играть. И сейчас он стал в центр, опять меня прорейлил, и я среагировал, и он сдох. Ну, не знаю, в общем, мне этот стиль не нравится лично мне. Такого игрового формата. Сразу же после фрага последовал следующий фраг, 3-2. Где же был момент, когда он перехватил контроль и инициативу? Снова фраг. С хп'ями. У меня билка есть. Даже если он нападет на мегу, ничего страшного. Я даже заюзал эту билку, чтобы дожить до меги. Блин, все-таки взорвался. Хотя у меня был рейлган. Плохо я среагировал на ситуацию. Он мне из-за этого дал много урона, и при хэви не могу сыграть. Уж подрейлю только его только. Да, подрейлил. Он забрал хэвик. Так, ну фактически сейчас он перебил контроль за счет пикера. Потому что он хэвик смог сыграть. Что ему отдать. Но если я этот зеленый заберу, не так все плохо. Негу придется, по всей видимости, отдать мне. Мегу я отдаю. Base is having none of it. I think he's playing correctly. He just needs to be patient, wait for the light armors. It will take a little bit of time, but it's так, все нормально. Пока ничего страшного нет. Отлично. Отлично, Рейл здесь выбрали. Обилка плюс прием. Так, здесь ему повезло. Он все-таки залез в это пространство. И убил меня. Почему меня убил? У нас уже одинаково. У меня плюс обилка есть. Это на сотку пролетело. У меня 124. Еще на 80. И еще на 47. Да, увы. Немножко... Ну, неплохие ракеты были. Что тут говорить. Вот стрейфы с моей стороны, видимо, были плохие, раз он меня убил. Вот эта последняя ракета, конечно. Подпортила ситуацию. Сейчас, даже если бы его не убил, а забрал бы мегу, было бы очень все шикарно. 4-3. Так, хэви, естественно, я не могу сыграть. Так, хорошо. Такого пока ничего прям нету. Так. Ну, грубого, я имею в виду, ничего нету. Так, тут всего лишь на 30 урона. Неплохой рейл, но хэви мой. Поэтому здесь можно забить на этот урон, который он попал. Вообще не обращать на него внимания. Так, 150 на 77. У меня 100 на 100. Обилки у меня нету. За мегу как бы и я, и он... Мы можем подраться. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Так, после этого рейлгана я уже не могу подраться. Мегу он оставляет, пробует подрейлить. Возвращается. Я отрегенил обилку, кстати. Так, окей. Так, вот видите, из одного рейлгана как все меняется.
Мгм. It's a frag behind, Ну, but тяжело на анархи, когда в тебя попадают. Pika comes in, Как бы анархи он изначально подразумевает собой тон персонаж, чтобы в тебя не попадали. has the info, Но здесь ему реально... and we'll have a rough idea that Хорошо попадал, хорошо. Чё Base could be on that staircase to Что тут heavy. говорить? Почти постоянно штрафовал моего анархи. Crazy. Grabs the mega. Еще и зеленый съел. На хэви, кстати. And punch base in the face. 'Cause if you get punch in the face, it hurts. Нормально, нормально. Если бы там остался, я бы, конечно, хэвик бы забрал, но... Damage then as he glides through, picking up the heavy. Я веду фраг 2 Quickly минуты. moving his way across. We hit 8 minutes. Риска мне не надо этого было. And he Окей. looks for an opportunity. Так, он пытается меня сейчас подловить, но я тоже ухожу. Fast and ferociously as he gets up Дефендлюсь. Ух ты, я нападаю. Чё это я нападаю? behind him, but it feels like the movement went out of the window as he grinds Ну вот это, конечно, я вообще around, хам. he still wins in the end. Ты я за Мегу решил так подраться после этого рейлгана? Я подумал, мне одного рейлгана хватит. Strike and tie up the game. He's chasing Офигеть, я хам. well. Не, ну, в принципе, если бы сразу пошел бы на Мегу, то да. Fast and ferociously as he gets up behind Надо сейчас было билку проюзывать, пока идет файт. him, but it feels like the В movement итоге у меня влил вот этот урон. went out of the window as he grinds Ну да, очень много навливал he still wins in the end. за бесплатно, потому что я просто стрейфил в область Меги. Ошибка была, получается. Opportunity away, but he claws it back from the jaws of defeat. The game's 4-4. now tied. I'm curious to see if this is going to Я sit играю there. в хэви, кстати. Вот это Still gonna be вот это decided я in молодец. regulation, as the fight will carry Так, здесь не beyond, попал, back down хорошо. towards the heavy room. Base has been able to grab it in the Идет lead разведка. and get away with the major item. But it's still about 10 seconds Инфа until Mega comes up. понятно. Под контроль нижнего и зеленого. Портал. Он слышал джампад. Crazy now. Все, Мегу Playing patiently. Base он is отвоевал. contest the mega. 4-4. Decides to figure out Так, 4-4. Он знает, что я 100 на 100. Он 170 на 100. Если он будет врываться, это будет правильное решение. exactly Смотрим. what Razy's next routine is. As Razy is literally going in guns blazing here. Очень хорошо я дефендился. And for his troubles, 0 урона. he gets Сломал ему весь армор. his base back. Теперь у нас одинаково. Плюс у меня This билка. wouldn't surprise me if this is Здесь он uncontested. ворует So he contested into армор. Хотя это было не обязательно Sunday. делать. Так. They've still got a minute left, so base. Ай-яй-яй, я его пропустил в эту комнату. they've Чего still я не got- слышал? This is uncontested, so he contested into a sudden death. Ну, печалька, чё? Вот здесь надо было ловить. Still got a minute left, so В итоге я его бесплатно пропустил. not really in the best И spot снова now. инициативу я отдал. Позицию, в общем, Make it потерял. awkward for Razy to Окей, rail him in any играем way, дальше. but base just isn't in a position to contest. Сейчас дубль 2 на Now, лом he can be in будет. a position to Может, он с шафтом be уже there and наломится? be in the presence of the heavy А, я Mega вообще and at least gain решил some не info рисковать, where he окей. could be on his whereabouts, but that's about it really. Опа, As Razy trying to chase him хороший от меня был, кстати, момент. down. Он пробует Huge stack продавить there. Could this be стеком. opportunity, Угу. really, Когда я билку завел, as Razy trying to получается? chase him down. A huge stack. А, билку я нормально завел. Yeah, could this be the opportunity Ну да. for Razy now to clean up and at least try and finish him off? And the trade comes in after all Так, that. здесь размен получился. И вот этот респаун, конечно. Перед появлением Меги респаун в области Мега Хелса, он сыграл роль. Ну что я могу с того респа сделать? Что я могу сделать? Я могу забрать рейл, могу забрать шафт. За хэви я подраться не могу. Могу только играть зеленый, опять же. То есть сразу после респа у него инициатива 170 на 100. Ну, то есть... That's the way that fight goes. Здесь монетка сильно сыграла респаунов. Massacred Я there. здесь ничего не могу сделать уже. Oh, Да, это I ГГ. was gonna say he might actually get away to stay alive. And Да даже не надо было за этот хэви, в принципе, как-то пытаться отрейлить. Надо было сразу уходить оттуда. И все, получается так. goes. Just Даже, блин, он успел даже за шафтом сходить. Ну да, скорость бешеная, здесь уже не убежать. Окей. Что поделать?
Монетка респаунов сыграла иначе. Мог бы я разрулить эту ситуацию? Теоретически надо было супер терпеть тогда, уходить на зеленые, пытаться выживать там. Если отдал бы ему хэви, этот зеленый, не знаю, успел бы я взять, чтобы потом оттуда еще и живым уйти, непонятно. Потому что зеленый возле триболта он украл. Должен был лежать, наверное, тот зеленый, да, должен был лежать. Надо было сразу. Ну, если бы сразу пошел бы на зеленый, если бы он на хэви не пришел. Если бы вдруг ему в голову пришло прийти на комнату с плазмоганом, я бы оттуда точно тогда не вышел из этого угла. Мне как-то нужно было понять, чтобы он был именно в области хэви, и я смог тогда пройти на тот зеленый. Теоретически тогда, опять же, я бы себя закрыл на том зеленом. Геометрия карты не позволяет просто так оттуда быстро уйти. Даже если бы стал бы над джампадом, услышал бы звук на хэви, он бы потом, после того, когда я услышал этот звук, я пошел бы за зеленым, он сделал бы джампад, и оттуда мне бы выйти опять было бы, ну, типа, по процентовке вообще маловероятно, чтобы оттуда живым вышел. Никак я нормально не мог сыграть ни зеленый, ни хэви в этой ситуации. Именно вот по ситуации, именно из-за ситуации не мог сыграть. И чисто полагаться на то, что у него нет шафта, но он за ним сходил, это тоже бред. Я же не вижу, ну, как бы, как он действует, я не знаю. Пойдет он сначала за шафтом, или он сыграет рейл плюс хэви. По теории он должен был зеленый, да, играть. Этот самый хэви играть. И мне надо было просто в тупую идти на зеленый и молиться, чтобы он не был в области этого зеленого. Только так. Опять же, повторяюсь, он бы, скорее всего, бы успел бы все равно меня продавить после джампада, когда он взял хэвик. Очень тяжелая ситуация здесь, ну, прям супер, конечно, супер не повезло. Если бы он бы появился, ну, то есть наоборот мы бы, да, появились, у него было бы 50 армора, он бы мог бы забить бы на этот зеленый теоретически. И мог уйти вообще просто далеко-далеко. Но Анарки так не может. Если он без армора, это фактически один рейлган. У тебя остается 10 хп, можно тебя домашнить. Рисковать так смысла тоже нет. Тяжелая ситуация. Я не знаю, как из нее выруливаться, если честно. Вот прям то, что я попытался, это отрейлганить выход с рейла, точнее падение в этот подвал. Так получилось то, что он сыграл вообще по-другому. Я просто не ожидал, что он пойдет на шафт. Типа он прям под самую рисочку по времени приходил на этот хэви, прям под появление. В итоге он сделал супер разгон с шафта и на очень высокой скорости уже зашел на хэвик. И даже если бы попал бы этот рейл, хотя его, ну, по факту я его не попал, потому что я не успел среагировать из-за высокой скорости. Но даже если бы его теоретически попал, он бы его не остановил. Я понял, что мне надо было сделать. Мне надо было вообще подвал играть. Мне надо было встать. Мне надо было встать на лесенку в подвале, пропустить его на хэвик и убегать потом по лесенке. И со 100 арморами пытаться... со 100 хп пытаться просто играть в выживание за счет хайграунда потом. Только так можно было выйти из этой ситуации. Да, в общем, в этой ситуации не надо ни зеленый было играть и не хэви. Надо было еще по фуловому супер спрятаться. Самое идеальное это было бы как раз подвалы. Вообще даже не высовываться там. Ну, в общем-то, да, наверное, так. Интересно было бы, как, что бы случилось, если я бы так сыграл, но об этом история уже умалчивает. Погнали дальше.
Игра получилась офигенная, супер близкая. Ошибок, кстати, я не очень много сделал. Они были, но такие минимальные. С его стороны тоже. Буквально он один раз, наверное, с рокет-джампом только ошибся. А я ошибся 2 раза, не смог его принять. Ну, конец мы не считаем, это супер тяжелая ситуация. А так вот, когда мига была, появлялась, я там неправильно после рейлгана сразу пошел ему в лицо прыгать. И еще пару раз я его пропустил на мегу, конечно. Это тоже было не очень хорошо. Но это уже такое микромоменты файта. Погнали. In stage 4. No, they really do. This is essentially the do or die point. It's crazy. Well then, let's kick it off. Let's see how it's going to go. The deciding map between these two, Razy and Base, for one final time tonight. We start off on Razy's POV. He is on Doom. Will the double jump be a beneficial aspect of his game on Molten? The geometry can certainly be trivialized by the ability. Right now, though, it's just the battle of the LGs. Так, здесь я разменялся плюсово. Casting lightning across the board like two angry wizards as they go at each other. Ага. Dire Orb not used to initiate instead Чем я орб потратил? just to try and scare Я думал, я успею все взять. and do damage. And it Да, я думал, я успею does a все lot of взять. damage. Razy is very low. Так, Falling ну да, back, здесь, he gets just конечно... over towards the Mega Ну, это не грубая ошибка, я фраг-то не отдал, но... Ну ладно, попробовал, что нет. damage as he initially did into that fight. It means there's a bit more of a delay between them two actually getting into a fully fledged scrap. Интересно. The item timings about 12.5 seconds apart, meaning that whoever's gonna get this next item will have that rotation and the stack to pressure their opponent. And it looks like the Razy's gonna be the man to do it to make sure. Ой, качественно, качественно. Сразу нападаю, все правильно. Ну, здесь у него смерть будет. Но мне добить нечем, у меня пушек-то нет, и шат закончился. Только рейлганом я мог его добить. Так, ну да, он тут сразу на хэви выдвигается, не стал на эти риски принимать, я ушел просто, отъелся по хп. Здесь все пока нормально. Красиво. Красиво, красиво. Там очень жестко унесло, он шаг не смог сделать даже. С обилкой даже на 500 скорости. Здесь все нормально. Блин. Это фактически был фраг. Может быть, это будет фраг? Я не помню просто уже. Да, это тоже фраг. 3-0. Ну, начало было у меня очень прекрасное, очень хорошее. Здесь рокет-джамп на рейл. А он что? Вот я не понимаю его логику. Какого хрена он идет на мегу? Он должен на рейл идти. Он сейчас вообще за мегу не может драться никак. Да, я его пушу. Ракетами 24. Ну, не повезло мне, но по другим раскладам. 65 на 0, это он зеленый подобрал после моей смерти. Он вообще здесь не выживал. 4-0 должно быть. Ну, ладно. Зачем? А, ладно, хорошо. Ошибка моя в том, что я после рокет-джампа пустил ракету. Что надо было мне сделать? Переключиться на шафт. Я бы его убил. Я потерял время, в итоге не попал и ракетой. Потом была перезарядка ракеты, потом переключение оружия и ГВП, в общем-то. Я пушу. Его мало. Тут я, конечно, зря ему сейчас хэви отдаю. Очень плохо я поступил. Игра появилась. Одинаковые размены. Ну, жестко, конечно, что это было. 5 попытки сыграть в кости. Так, мне надо закрепиться. У него рейлган один. Но у него есть обилка. Поэтому мне страшно падать вниз, потому что просто он меня может несколько раз ударить.
He's got Razy's И в итоге я падаю, отдаю ему хэви. И все-таки он обилку включает. Тогда вообще не надо было падать. Зачем я падал? Если я уже решил, что не буду падать на обилку, тогда не надо было вообще это делать. В итоге я подумал, что я успеваю упасть до хэвика, там не хватило немного забрать этот хэвик. И так в итоге я от обилки и сдох. Здесь драка, еще одна смерть. А, тут размен, хорошо. Да, респаун, естественно, для него. Он забирает все пушки, мегу. И сейчас я не могу за хэви подраться теперь. Класс. Ну, да, класс. Прям вообще класс. Так. Что у меня за пушки? Мне, во-первых, интересно, что у меня за пушки. Во-вторых, меня забесил этот момент. Вот эта сфера, она уже на тильте была, которая была, блядь, в стену запулена, а не на хэви. Хорошо, я подрейлганил его. Еще убить получилось. Урона я больше ношу. Выруливаю, ну, на таких вот моментах. Так. Мегу он забрал. Хорошо. Откусил Мегу ему. Еще откусил. Хэвик не смог откусить. Я знаю, что у него нету рейлгана. Ай-яй-яй. Опа, вот это я не ожидал, что он через центр пойдет. Вот посмотрите. То есть он нападает. Я отступаю. Ну да, это с моей стороны. А, я подумал, что... А, все, я понял. Я подумал, что он сделает двойной прыжок на ракету, потому что Doom позволяет ему на ракету прийти, а у него ракету нет. У него нету ракеты. В итоге он пошел налево. Здесь меня подловил. То есть... Хотя у меня есть арба. Зачем я тороплюсь? Мне не надо было торопиться, получается. Мне надо было остаться в подвалах. Если бы он пошел бы за мной на первый этаж, я бы ушел бы арбой. Если бы пошел по второму этажу, я бы смог просто ретироваться отсюда. Я сам намудрил и в итоге встретился с ним на перебежке. Понятно. Окей. Так, Мегу он забрал. Я встречаю шафтом на прыжке. Блин, ну как он так быстро долетел до отсюда? Что это такое? Какая скорость? Интересно, сейчас. Ну, слишком быстро. Я из-за столба не видел, видимо... Ну да, ну здесь все логично, в общем. Я уже когда выходил сюда, из-за столба я не видел летящую модель на бешеной скорости. Когда вышел сюда, здесь сразу минус фраг, это все понятно. Надо было тогда вообще дефендить. Хотя я очень много попал. Если бы я его начал в полете стрелять, а уже не вот с этого момента, когда он приземлился на платформу, я бы его, скорее всего, убил. Потому что до хэвика он бы точно не дожил. Ошибка ли это? Ну, сложно сказать. Ошибка была в предыдущем моменте, а вот это еще ладно, здесь еще... И здесь не ошибка, здесь попытка, которая неуспешная. 5 минут 6-5. Там мясная игра, очень мясная. Так. Собрался забрать этот зеленый. Ну, full контроль, да, мне здесь. Ну, здесь все стандартно, в общем, на этой карте. Так. Отдаю ему все. Так, опа. Неужели он слышал движение? Я не очень понял. Когда я так играл с ним полгода назад, я пробегаю, ну, типа, по этому пути. Ну, послушай, может, я действительно сделал...
difference is all that stands between both of them. And 4 minutes. Нет, ну я здесь 100% на шифте был. Я не знаю, как он прочитал эту ситуацию. Is the time they have. У нас была 1 в 1 ситуация такая, где-то полгода назад мы играли какой-то кап, и, в общем, он стоял как раз тоже вот в этой позиции. Естественно, я после хэвика, пробегая здесь, ну, типа, это место никак я не мог чекнуть, потому что смысл его чекать. Я на фулл контроле, чел без контроля, смысл здесь стоять никакого нет. Зачем это чекать? Точнее, не то, что чекать, а зачем на шифте идти отсюда? Очень странно, в общем. Я вот эту ситуацию я не понял. Здесь разменялся еще кое-как, но этого недостаточно. Сейчас же Мега. Сейчас Мега и зеленый. Да, трансляция. Точнее, запись лагучая, конечно, у админов получилась. Вновь. Уже второй раз, вторая неделя такая. Опа, я хамлю. Я, конечно, ворую хэви, но... О боже, я столько урона попал. И ситуации аховой, когда он начал закладывать сотки, я еще убить смог. Ладно. Опять. Ну, здесь он на мигу и так успевал, в принципе. Ну, типа я лоу. Он идет, естественно, на мег. Ну, тут 10 секунд. Какие у меня варианты? У меня аптек нету. Здесь только одна аптека, вторая здесь находится. Мне надо только назад возвращаться. Я просто не могу сыграть мегу. Просто не могу. У меня нету аутов, так сказать. Скинул ему мегу. Хоть как-то. Ну, как скинул? Осталось у нее там 70 хп, потому что у нее армор был. В токе на 170. Ну, как можно сказать, не скинул? Армора нет, хп нет. Бежит поверху. 5 на скорости. Просто убивает. Приходит по таймингу, секунду в секунду. Забирает хэви. 7-7. Так. Интересно. Вот сейчас вот интересно. Я уже не помню, как игра разыгрывалась у нас. Так, он типа контролит ракету и рейл. На шифте не дает мне. Я сам с шифта иду на рейл. Господи, вот это игры, конечно. Так, я рейл украл, он услышал, и я сразу же убежал. Забрал сотку. Точнее, 50 армора забрал, сотку имею. В позиции встал вновь. Вот, кстати, сейчас я уже вижу его передвижение. Сейчас он просто так уже не сможет прыгнуть. О! Сразу я выравниваюсь по стеку после этого его мува. Ай-яй-яй, вот это, конечно, обида, но... Ладно. Чем он там задел, что мне пришлось отступить? После вот этой ракеты на 40? Ну, да, наверное. Но у нас все равно одинаково. Я точно же не знал, сколько у него армора по итогу осталось, поэтому... Я в монетку не играю, я просто ухожу. Подрейлить попытался. Этот рейл бы ничего не дал, потому что там 2 аптеки бы лежали. Единственное, что я мог бы сейчас... Ну, я бы не стал это делать, упасть на первый этаж шафта и попробовать его в спину убить. После того, если бы я попал бы рейлган. Ну, не знаю, играл бы я так или нет, сейчас говорить. На анализе игры это можно все что угодно. Так. Мегу придется мне ему отдавать. Со штрафом или нет? Для меня штраф. Ответку 0. Хорошо, он очень попал. Очень хорошо попал. Да. Ну, игра все равно интересная. То есть напряжная. Для него и для меня. Идет размен. Так, вот это он интересно сыграл. Молодец. Он меня фактически поймал на ошибке, получается. То, что хэви лежит. Ну-ка. 5, 4, 3. Мне вот интересно, если бы он меня здесь не встретил, что бы он делал в такой ситуации? Пошел бы опять в ТП? Но ему 3 секунд бы, скорее всего, не хватило. Но 100 на 50 я бы тоже не стоял на самом хэвике по итогу. Интересно.
peek out though. He's not as effective. Вставим разные ситуации игровые, это, конечно, тоже. Instead, he's taking Очень quite a bit of зрелищно. damage from base. Драка, я не попадаю, он меня подбрил. А, нет, я попал. Major item. That was the Охренеть, он big опять picture лоу. and it played out the way he wanted it to. Урон... Хорошо, я очень хорошо попадал в этой игре. Bounce pad as well to then dash across Драка. Он с прыжка, он должен умирать. and grab an LG that he needs to wield perfectly. Все правильно. Not allowed to. He falls. Base Ай-яй-яй. Кстати, там бы было 25. Я бы выжил, если бы вторую бы аптеку бы взял. Надо было вторую аптеку мне взять. Но я захотел взять аптеку для того, чтобы мигу пополнить до 170. gets the lead В итоге я чуть не погиб из-за этого. again. Так, забираем Stack. колдовством мегу. Mega for the heal. A pocket heal. Так. It's so Ага. clutch. The А чем он шотганом на меня будет нападать? Ну да, да, должен шотганом нападать. Отгоняет меня. Ну, без армора опять же, ну то есть это супер быстро вышибается все. He can't win that encounter. He's gonna give up that item to Razy. Мгм. Razy dirties the time Хэви забрал. a bit as well to try and Это throw хорошая out позиция. base. Он ее проверил, что самое интересное, эту позицию. Грамотно. And now goes back into Если бы он сейчас в меня попал, я бы был бы в жестком минусе. 8-7, а в один фраг ведом. best. Ну как в минусе? Не по фрагам, а по ситуации игровой. With the Ray. Вот сейчас бы он меня мог убить, если бы в том моменте попал. В итоге он попадает в этот рейл, я выживаю, убегаю. Another clean rail there. Он играет мегу. У меня есть время, чтобы забрать полтинник. Интересно. Так, так, так. Забрал мегу. Я его пропускаю на хэви. Так. Угу. Все, хэви он играет. Все, пока все, в принципе, ничего не предвещает. То есть, я сейчас сам должен где-то ошибиться, наверное. Вот сейчас интересно, я слышу джампад. Я не знаю, как точно он пойдет, сейчас мы разберемся. Так. Я угадываю, но он ломится. Блин, но здесь ничего страшного нету, я ухожу. Все нормально, ничего страшного нет. Сферу только потратили. Но мы с армором, и мы выжили. Так, здесь подлов, а он мне нужен? Типа я 80 на 50, как я его убью здесь? А, я понял. Нельзя вообще было изначально этим заниматься, потому что это Doom. Он мог понизить уровень прыжка за счет пассивной обилки, да, двойного прыжка. И я бы вообще никак на шафт не посадил. Даже этого пытаться не надо было. А сейчас уже надо отбиваться, потому что он сейчас будет наламываться. Да, поехали. Так, ну неплохо, неплохо. Ой, я очень хорошо отбиваюсь. У него мало хп осталось. Добить мне его никак не получится, потому что стена и хэви его тоже, да. Ну никак, я посмотрел. Может быть, он аптеки бы брал. Аптеки он не брал. Ну все, он повторяет действия. Опа, вот это я поздно услышал. Да, вот это я поздно услышал. То есть все не предвещало. Вот позицию на этом месте, почему мне не нравится играть? Она неплохая для того, чтобы играть в плюсбэк. И здесь длинный коридор, я его увижу издалека, убегу. Слева довольно далеко пространство от оппонента. Я просто могу убегать здесь. Но я сейчас стою в позиции, он ко мне приближается, и я его уже слышу вплотную. С чем это связано именно в этой позиции, я не понимаю. Сколько раз уже себя ловил на мысли, то, что здесь стоять опасно. Для именно атаки там боковой, например, как сейчас было. Потому что фактически он просто сейчас вламывается. И я очень поздно реагирую, потому что именно информация звуковая практически впритык работает здесь. То ли стена мешает, то ли я не знаю, что в этой карте именно мешает обозначить мне по enemy. Вот это, конечно, момент надо запомнить, то, что здесь... Да я не знаю, как здесь стоять фактически, потому что тут опасно получается стоять в любом случае.
Хотя это очень-очень хорошее место для плюсбэка. Боже, я ему еще и влил миллиард урона с прыжка. Ему весь шафт попал. Опа-на. Вот это интересно было. Я помню этот момент. Я доджу джампадом. Точнее, джампад доджу сферой. Но он меня убивает все равно. Я не успеваю его заюзать. Обидно. Как так получилось, что я не успел прожать сферу. Возможно, я ее прожал, но она не сработала из-за пинга, я не знаю. Потому что пинг влияет очень сильно на билку, но смысла это сейчас об этом говорить вообще никакого нет. Значит, надо было закладывать доли секунды на то, что пинг может повлиять на билку. Это же мое упущение. Так. Интересно, интересно. Вот момент вот этот финальный, я помню, остается там несколько секунд. Я сейчас его на перемещение вперед по коридору очень хорошо продамажил с помощью шафта. Он мне попал всего 3 шестерки, 3 шафтинки у меня попал. И вот этот выход 117 на 76, когда я 100 на 100, он это понимает прекрасно. Вообще никакого смысла нет. Смысла в том, что этот кости, это просто подкидывание кубиков называется. Потому что у него шафт хороший, у меня шафт хороший. Плюс я еще, кстати, был в хорошем месте для того, чтобы принимать, потому что ему нужно сходить с этих лесенок. Ушел за аптекой, что ли? Да, я за аптекой сходил, она мне была не нужна, я пополнил 7 хп. И он прыгнул по стеночке, получается. Драка началась. Кстати, начал стрелять как раз чуть-чуть раньше. Ну-ка. Ну, вообще, вот, если сравнивать два персонажа Дума и Рейнджера. Рейнджер, он такой плотный очень. Моделька у него довольно плотная, по нему больше шафта заходит. Возможно, он ставил на это ставку, но он сходил с лесенок. Это тоже были свои нюансы. Но я как вижу, то, что эти лесенки не сыграли никакой роли, потому что он приземлился, и я шафтить начал уже его с платформы вот с этой. Вот если бы он сходил, и я его принимал, надо было сделать так. Надо было сейчас уйти, сейчас даблбэк делать, и ему в лицо врываться шафтом. Вот он, значит, скидывается вниз. 6. Чуть-чуть пораньше он начал шафтить, прям совсем чуть-чуть. Ну, может быть, это порешал. Ну, и это не важно, это как бы, что теперь сделаешь? Ну, то есть, вот здесь вышел, 16 хп у него осталось, GG. Ну, в общем, вот такие игры получились. Я, кстати, ну, кайфанул от игр, реально. То есть, в том плане, что они получились очень близкими, и я помню, на этой карте я его сильно очень придамаджил, на 1300, по-моему. Ну, почти на 1500. У меня больше дамага было. И, видите, я все равно проиграл. Но они показательные игры. Очень интересные, показательные. В общем-то, ладно, эту запись я делал специально для YouTube Best of Sport. Поэтому подписывайтесь на канал сюда, заходите на мои стримы Base_ТВ. Следите, болейте, до новых встреч, играйте в Quake Champions. Пока.